Здравствуйте, уважаемые подписчицы и гости моего канала. Сегодня я хочу предложить вам вот такую шапочку, связанную спицами. Шапочка легкая. Вот посмотрите, у нее какой рисунок. Такой рисунок я уже употребляла, когда я вязала для своей внучки пледик. Вот эта шапочка, вот как раз это дополнение вот к этому пледику. Вот посмотрите, как она смотрится хорошо. Посмотрите, как это выглядит сбоку. Смотрите, как это выглядит спереди. Она у нас еще маленькая, скоро наступят теплые дни, и вот я решила сделать ей очередной подарок. Если вы обратили внимание, то перед, вот макушка у меня по самой точке верхней, то перед у меня выше, чем задняя часть, так как наш затылок ниже, и чтобы шапочка не заваливалась на глаза, не закрывала глазки, я сделала заднюю часть ниже, а переднюю часть выше. Маленькие ушки, которые позволят закрыть ушки, и вот такие вот шнурки. Симпатичные шнурочки, но можно, я их связала, но можно сделать ленточки, так как это белая нарядная шапочка, можно пришить какие-то симпатичные, красивые кружевные или атласные ленты. Итак, я приступаю. Немного о материале. Я хочу вязать шапочку для своей внучки из пряжи белого цвета. Называется она Rico Baby Classic. В 50 граммах, 165 метров. Производитель предлагает спицы и крючок 3,5-4. Я буду вязать спицами меньшего размера. Мне понадобится сантиметр, чтобы замерять высоту. Мерную линейку я положила для того, чтобы вам показать, какими спицами я вяжу. Положила я очень много спиц, но это не обязательно. Я положила спицы на троечку, чулочные, укороченные и стандартные, удлиненные. Укороченные спицы, они металлические, очень хорошо отполированные, и у них концы очень острые, довольно-таки острые. Этими спицами я буду вязать ушки для шапочки, потому что я буду прибавлять петли, и мне это будет удобнее. Использовать я буду всего 2 спицы. Вот, они на тройку. Также мне понадобится для основного вязания, я буду использовать чулочные спицы номер 3. Это стандартные удлиненные спицы. Также я буду использовать 2 пары спиц на лес. Одни укороченные, это когда я буду поднимать петли для лобовой части и для затылочной части. Этими спицами я буду обвязывать полностью мою шапочку, ножницы. Шапочку я начну вязать снизу, а поэтому я начну вязать с ушек. Я подготовила 2 нити, так как я буду 2 ушка вязать параллельно. Начну я вязать с 3 петель на одну спицу, не на 2, а на одну спицу. Я набираю 3 петли. Сначала с этой нити, а теперь с этой нити. Вот у меня вот так выглядит. Это у меня 2 конца. Я взяла из одного мотка из середины и из начала. Теперь я буду провязывать параллельно 2 ушка. Мне нужно прибавить до 17 петель. Буду я вязать платочной вязкой. Первую петлю снимаю. Вторую петлю, немножко ее делаю свободно. Провязываю лицевой. Последняя петля изнаночная. Первую петлю снимаю. Вторую петлю провязываю лицевой. Третья петля изнаночная. Разворачиваю вязание. Первую петлю подтягиваю. И также провязываю, как и первый ряд, первую петлю снимаю. Вторая лицевая, третья изнаночная. Вот с этого ряда я начну прибавлять петли. Я буду петли прибавлять из перемычки. Вот из этих перемычечек. И делаю ее перекрученной, эту петлю. Потом наша третья петля. Она была вторая. И опять поднимаю с перемычки и провязываю ее перекрученной.
таким образом. Последняя петля изнаночная. Точно так же второе ушко. Вот с этой перемычечки поднимаю петлю и провязываю ее перекрученной петлей лицевой. Следующая петля лицевая. Также подбираю следующую петлю, эту из перемычки. Первые петли, они вязание очень маленькое, мало петель и немножко неудобно, но это только первоначально, потом будет проще. Вот я с каждой ниточки прибавила на ушко по 2 петли, это идет симметрично. Теперь у меня на каждом ушке по 5 петель. Буду прибавлять я в каждом втором ряду. Значит, этот ряд я провязываю без изменений, как бы закрепляю те петли, которые я подняла. Вот потихонечку начинает вырисовываться мысик или уголок. Единственное неудобство в том, что когда я вяжу 2 нитками, чтобы они не перекручивали, чтобы мне было удобно. Теперь я вновь буду прибавлять петли. Я буду прибавлять, снимаю одну петлю провязываю. И вот с серединки, это получается каждая 3-я петля во втором ряду, я буду прибавлять точно так же перекрученной петлей. Провязываю первую петлю. И вот отсюда у меня остаются 2 последние петли. Из перемычки подбираю петлю, делаю ее перекрученной и провязываю лицевой петлей. Теперь мне нужно с этой стороны, с этого ушка сделать точно так же. Вяжется очень просто, так как это платочная вязка и всегда вяжется лицевыми петлями. Теперь я провяжу вновь без изменений, без прибавлений. Вот появляется уголочек. Разворачиваю вязание и вновь прибавляю петли. Первую снимаю петлю, провязываю лицевой и из перемычки поднимаю петлю. Провязываю ее перекрученной. Провязываю все петли на спице до той поры, пока у меня не останется последние 2 петли. Последняя изнаночная. Здесь точно так же. Первую снимаю, вторую провязываю лицевой, поднимаю петлю из перемычки и провязываю ее перекрученной петлей. Перекрученная петля — это когда вы подняли из перемычки и провязываете ее не вот таким образом открытым, а вот заводите спицу за дальнюю стенку, чтобы не было дырочки. Вот появляются уже уголочки у нас, 2 ушка. Так мне нужно провязать до тех пор, пока на спице не будет на каждом ушке по 17 петель. Мы повстречаемся тогда, когда 2 ушка будут связаны. Итак, я связала 2 ушка. Вот они у меня на одной спице. На каждом ушке по 17 петель. То, что я и желала себе. Теперь мне нужно между ушками сделать наборный край из 20 петель. Это затылочная часть, поэтому мне ушки надо разделить. Я это сделаю вот такой спицей на леске. Мне этого хватит. Этим самым я перекину сейчас
одно ушко и беру дополнительные петли. Я сначала провяжу ушко, а потом сделаю наборный край. А теперь мне нужно набрать 20 дополнительных петель. Это будет затылочная сторона. Буду это делать вот таким петлю. Делаю петелечку и плотненько закрепляю. 1, 2, 3, 4, 5. Так мне нужно до 20. 18, 19 и 20. Вот 20 петель я еще набрала. Это будет затылочная часть. И теперь возвращаюсь к моей второй половинке, ко второму ушку. Это будет вот таким образом. Теперь провязываю эту сторону. И вот у меня получается два ушка и затылочная сторона. Теперь мне нужно провязать вот эту конструкцию, два ушка и затылочную часть, не считая наборного края, дополнительных вот этих петель, 4 ряда в высоту. Первую петлю снимаю и по-прежнему вяжу платочной вязкой, только лицевыми петлями. Все ровненько, чтобы вязание было не перекручено. Это первый ряд, он немножко сложноватый, но все можно осилить. Не торопясь, вот таким образом провязываю все петельки. У меня спицы, не острые, но достаточно хорошие для того, чтобы провязать петлю. Вот посмотрите, что у меня получается. Так мне нужно провязать, не считая вот этого наборного ряда, 4 ряда в высоту. Туда и обратно. Мы повстречаемся тогда, когда 4 ряда в высоту будут провязаны. Ну вот, я провязала 4 ряда. У меня получилось 2 ушка и затылочек. Так как анатомически наша голова устроена таким образом, что затылок ниже, чем лобная часть, я его немножко опустила. Вот так у меня выглядит задняя часть. Теперь мне нужно набрать петли для того, чтобы сделать переднюю часть, лобную часть. К сожалению, мне нужно отрезать нить. Если я этого не сделаю, а буду набирать дальше по ходу, то у меня шов окажется на передней части. Ушко закончится, и это будет видно. Поэтому я хочу сместить вот как раз свое вязание на середину задней части шапочки. И тем самым я сделаю шов сзади, хотя у меня шапка будет вязаться в круговую. Поэтому я часть петель сейчас пересниму уже на другие спицы и буду начинать вязание с середины. Вот таким образом. Вот так. 1, 2, 3. Примерно так на одну спицу. И теперь мне надо посмотреть. Здесь у меня 20 петель. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Значит, я сделаю сначала все петли сюда, так как это будет очень малое количество петель. Так, теперь посмотрю, где я, на середине или нет. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8, 10. Вот так. Вот я поделила вязание на две части. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Примерно это будет так. Можно даже сделать побольше. 17, 18, 19,
20. Можно это сделать вот так. Беру следующую спицу, провязываю остаток. И вот теперь мне нужно на эту спицу набрать 36 петель. И тем самым я наберу передние петли для лобика. Набирать я буду таким же способом. 1, 2, 3, 4 и так далее. 34, 35, 36. Теперь я соединяю в круг. Теперь я буду вязать в круговую. Вот я заканчиваю вязание на задней части. Вот эту петлю очень плотно делаю, соединяющую очень плотно. И начинаю вязать дальше. Вот у меня сейчас будет полный круг заключительный. Предпоследняя и последняя петля. Вот полный круг. Я дошла до того места, где я начала свой путь. Теперь, чтобы не спутать рисунок, я теперь буду перекидывать, так как у меня круговое вязание, я теперь буду перекидывать петлю и вязать изнаночный ряд изнаночными петлями. Так мне нужно провязать 10 рядов в высоту. Вот таким образом. Провязать все изнаночные ряды, и мы повстречаемся тогда, когда 10 рядов в высоту будет связано. Итак, посмотрите, я связала ободок, который по лобной части состоит из 10 рядов, а так как я начинала вместе с ушками заднюю часть раньше, то у меня и, естественно, длиннее. Теперь я буду приступать к вывязыванию рисунка. Рисунок очень простой, раппорт состоит из 5 петель и 4 ряда в высоту. По таблице для наших малышей я посмотрела шапочки, и мне нужно связать от 3 до 6 месяцев. Высота шапочки будет составлять вот от этой части и до самого верха 14 сантиметров. Поэтому я планирую связать рисунок 7 сантиметров в высоту. Так как у меня еще будет обвязываться, вот эти хвостики будут прятаться. Теперь я приступаю к рисунку. У этого рисунка есть два названия. Узор называется косичка или замочек. Вяжется очень просто. Первые 2 изнаночные петли и 3 лицевые. 1, 2, 3. 2 изнаночные и 3 лицевые. Так мне нужно связать весь ряд. Мы повстречаемся, когда этот ряд, первый ряд нашего рисунка, будет готов. Ну вот я закончила этот ряд и приступаю к следующему, ко второму. Вновь первые 2 изнаночные. На спицу, которую я начинала вязать, перекидываю все 3 петли. Вот таким образом. Подхватываю самую первую и протягиваю через последующие 2. Возвращаю на место, на спицу. 2 уже петли возвращаю на место. И провязываю лицевыми петлями. Две изнаночные. Вновь перебрасываю 3 петли, подхватываю за самую первую, протягиваю через 2 и возвращаю на место. Провязываю 2 лицевыми, 2 изнаночные и так далее. Это у нас второй ряд. Повстречаемся тогда, когда я провяжу этот ряд и покажу вам следующий, 3-й ряд. Ну вот еще один ряд готов. Теперь приступаю к следующему ряду. Так как я в этом ряду убавила петли, теперь мне их надо вновь восстановить, чтобы у меня по-прежнему осталось 90 петель. Вяжу 2 изнаночные, лицевая, накид, лицевая, 2 изнаночные, лицевая, накид, накид прямой, лицевая, изнаночные 2, лицевая, вот таким образом накид, лицевая. Вяжется очень просто и быстро. Вот посмотрите, что получается. Я довяжу до конца и покажу вам следующий ряд. Следующий ряд я буду провязывать накиды лицевыми петлями. Первые 2 изнаночные, первая лицевая, накид лицевой, 3-я лицевая, 2 изнаночные, лицевая, накид, лицевая, 2 изнаночные, накид, лицевая, лицевая.
и так далее. 2 изнаночные. Раппорт очень короткий, всего 5 рядов. Вот уже потихонечку вырисовывается рисунок. Я довяжу до конца этот ряд и покажу вам следующий ряд. Итак, вот он раппорт. Теперь я буду продолжать убавлять вот таким способом, как я это делала в самом начале. 2 изнаночные, из 3 вытягиваю одну, возвращаю на спицу и провязываю 2 лицевые. Но есть вариант, когда, чтобы не так часто дырочки делать, можно делать с интервалом. Можно делать, провязать еще один ряд лицевыми петлями, 2 изнаночные, и уже после этого ряда провязанного закрывать, делать замочек. Закрывать вот эти 3 из 3 петель, вы, значит, протягивать одну петлю. Это ваше желание, как вы хотите. Как часто вы хотите делать вот эти вот дырочки. Я провяжу 7 сантиметров и покажу вам результат. Ну вот рисунок готов. Теперь уже можно видеть заднюю часть и переднюю часть. Передняя часть немножко завышена, затылочек у нас всегда ниже. У меня получилось вот таких замочков 10 штук. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Теперь я буду формировать макушку. Вот посмотрите, немножко вязание сверху, где рисунок, оно заужено. Потому что это 2 разных рисунка. Это платочная вязка, она ровная, а это немножко затянуто, получается по принципу резинки. Но это все растянется, и она будет немножко короче, вот эта часть. Теперь я ее замерю. Вот она получается 12,5 сантиметра. В таблице для малышей от 0 до 6 месяцев высота вот от этой части и до макушки, до самой верхней части макушки составляет 14-15 сантиметров. Это где-то на размер окружности головы, где-то 40 сантиметров. И вот я составила для вас виды макушек. Так как у меня 90 петель, я буду формировать макушку. Существует несколько видов. Можно поделить на 9 частей, на 6 частей, на 5, на 4 и на 3. Что это означает? Виды макушки. Бывает высокая макушечка, бывает глубокая макушка, бывает очень плоская макушка, бывает средняя макушка. Я буду делать вот макушку вот таким образом. Есть еще методика, когда в каждом ряду убавляют по одной петле. Это значит, получается, при разделении, если я буду делить на 9 частей, то будут каждый раз убавлять одну петлю в каждом ряду. Но есть вариант такой, когда убавляют петли не в каждом ряду, а в каждом втором ряду. Вот что я и хочу сделать. Если вот по такой методике убавлять петли, например, то можно добиться вот такие виды макушек в зависимости от того, на сколько частей вы будете делить свое вязание. Но можно и добиться таким образом, что взять самое меньшее количество петель, но убавляя через ряд, можно добиться более-менее такую симпатичную макушечку, которая не плоская и не очень глубокая. Что я и хочу сделать? Я хочу поделить мое вязание на 9 частей, это значит получается в каждой части по 10 петель, и убавлять петли в каждом изнаночном ряду. Итак, приступим. Возвращаюсь опять к вязанию, так как у меня на задней части, вот он хвостик, начало на затылочной, то я буду убавлять вот с этой стороны. Теперь я начну вывязывать все изнаночными петлями. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. 8 петель я уже связала, у меня остается до моего ограничения, до моего блока, так сказать, остается 2 петли. Вот эти 2 петли я перекину их вот таким образом, чтобы они смотрелись изнаночной стороной, и провяжу их вместе изнаночной. Это у меня будет 9-я, 10-я петля будет провязываться вместе. Теперь у меня уже вот на этом блоке 9 петель. Вяжу дальше. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Точно так же перекидываю петли таким образом, чтобы они смотрели в левую сторону, и провязываю вместе изнаночной петлей. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7 и 8. Петли разворачиваю на удобную мне сторону и провязываю 9 и 10 одной изнаночной. Так мне нужно довязать до конца. Итак, я провязала полностью весь ряд, убавляя через каждые 8 петель 9 и 10 петлю, провязывая вместе. Вот полностью ряд провязан. И теперь я перейду на другой ряд. Он у меня будет лицевой ряд. Он у меня будет повторять вот нижнюю часть шапочки, будет провязываться платочной вязкой. И еще, так как у меня будут убавляться петли, я хочу перейти на укороченные спицы. Здесь только провязывать, не убавляя лицевыми петлями. И одновременно перейду на другие, на укороченные спицы, чтобы мне было более-менее удобно. Вот таким образом. Вот одна спица уже готова. Петли будут уменьшаться, и, соответственно, на укороченных спицах будет намного удобнее вязать. Итак, я провяжу до конца этот лицевой ряд, потому что здесь никаких изменений, ничего нету. И покажу, как я вывязываю третий изнаночный ряд. Итак, второй ряд лицевой связан. Теперь я буду вновь приступать к убавлению петель. У меня в каждом блоке теперь по 9 петель. Значит, мне нужно провязать уже не 8, а 7 петель. Буду я это делать также по-прежнему изнаночными петлями. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 и 9 я провязываю вместе изнаночной. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 и 9 вместе изнаночной. 1, 2, 3. Перехожу на следующую спицу. 4, 5, 6, 7. 8 и 9 вместе изнаночной. И так дальше. Это будет у вас постоянно уменьшаться количество петель. Вот сейчас у меня уже 8 петель. Это значит, с каждым разом на одну петлю в каждом блоке будет уменьшаться. Не забывайте, что если вы вяжете вместе со мной, что петли убавляются через ряд, и что в каждом блоке нужно учитывать, что на одну петлю стало меньше. Я провяжу макушку до конца и покажу вам следующий объем работы. Итак, я связала макушку. Посмотрите, она у меня небольшая и не маленькая, как я показывала на моем плане. Она немножко стянута, шапочка, но вот посмотрите, как это выглядит. Серединка еще с дырочкой, так как я еще не закрепляла остаток нити. Вот у меня на 9 частей. Еще я изготовила шаблон, по которому можно видеть вот полностью, как выглядит верх. Вот примерно это вот так. Вот так выглядит шапочка. Теперь мне осталось закрепить верх и начинать вязать нижнюю часть. Но так как у меня еще здесь вот эти хвостики, мне нужно их закрепить, чтобы они не распустились. Я применяю крючок. Основательно я не закрепляю, я только, так сказать, наметываю, чтобы у меня не распустилась петля всего лишь навсего. Все равно эти остатки ниток уйдут внутрь вязания. Вот так. С этой стороны и вот с этой стороны точно так же. И провязал. Вот. Это уйдет все в вязание. Теперь я буду набирать по краю. Где-то 5 рядов. Я не планирую делать кант очень узкий. Есть возможность сделать очень узкий кант. Есть средний и есть более-менее широкий, такой больше среднего. Я буду делать средний кант. Я по-прежнему буду начинать вязать с задней части. Сейчас я спрячу все хвостики и потом покажу, как я буду вывязывать кант. Итак, я хвостики попрятала все. Вот этот хвостик, который у меня был вот с этой стороны, я его опустила вниз. Он тоже у меня вяжется в вязание, спрячется. И я планирую, чтобы у меня кант был изнаночными петлями. Как я уже сказала, он у меня будет не большой, такой средний. Я буду сначала на спицу собирать петельки. Буду собирать я их вот не вот эти вот лицевые, а вот которые сзади. Вот таким образом. Так мне нужно собрать по кругу все петли. Буду я собирать на круговые спицы. Здесь уже будет удобнее вязать. Я посмотрю, если это будет широкое вязание, то тоже перейду на 4 спицы. Так как мне удобно, вы можете сами выбрать. Но пока я буду собирать на вот
круговые спицы, вот эти петли все, для того, чтобы это подготовительный этап, для того, чтобы приступить к вязанию моего бортика или канта. Вот таким образом. Собираю все петельки по кругу. Вот до вот этой точки, до последней петли, где я начинала. Мы повстречаемся тогда, когда все петли будут на спице. Так, я все петли собрала на вот эти круговые спицы, но они большие для меня. Мне не нравится, когда вот так расширенная смотрится, поэтому я буду по-прежнему переходить на круговые стандартные большие спицы. Не на короткие, которые у меня есть, а вот на стандартные спицы. Мне так удобнее. Значит, я планирую где-то 5 рядов провязать лицевыми петлями. Это значит, вот эти все хвостики у меня должны быть на лицевой стороне, потому что я когда буду кетлевать, чтобы у меня все это было внутри. Итак, я приступаю. Я начинаю полностью все петли провязывать. Я распределю их на 4 спицы и буду вязать 4. Сначала 4, возможно 5 рядов. Я посмотрю по ситуации. Вот таким образом я буду вязать только лицевыми петлями. Вот так. Вот у меня образовывается рубчик вот этот. Это не страшно, он не толстый. Вот этот хвостик у меня будет все, я переведу их на лицевую сторону. Вот у меня здесь изнаночный ряд идет. И будет у меня заключительный кант, вот шапочки моей, изнаночными рядами. Я провяжу до конца, распределю на спицы и покажу вам, как я вяжу второй ряд. Итак, я собрала на 4 спицы, мне так удобней. Убрала с круговых спиц. Мне нравится, когда петли немножко вместе собраны, а не в разноброс. И теперь я буду вязать, не считая вот этого ряда, еще 4 ряда в высоту лицевыми петлями. Все вот эти хвостики, которые у меня, они должны быть с лицевой стороны. Плотненько прижимаю и очень просто только лицевыми петлями вяжу в круговую 4 ряда. Вот эти хвостики, они потом все спрячутся, прикетлюются. У меня с лицевой стороны, вернее на данный момент с изнаночной, но когда я буду делать кетлевку, тогда у меня будут все изнаночные ряды. Вот у меня уже, видите, уже изнаночные ряды видно. Как я уже сказала, мне нужно провязать 4 ряда, не считая вот этого ряда, когда я собирала первый ряд, когда я привязывала нить. Мы повстречаемся тогда, когда 4 ряда будут связаны. Итак, я провязала 4 ряда, не считая вот этого самого первого, когда я собирала со спицы, с круговых петель. Вот что у меня получилось. Посмотрите. Теперь я это буду кетлевать. Я буду вот таким образом делать бортик. И у меня он будет состоять из изнаночных петель. Это вот как раз будет лицевая сторона. Вот сейчас, получается, я вязала лицевыми петлями как бы по изнаночной стороне. Для этого я буду кетлевать. Я буду прошивать иглой. Мне понадобится игла. Есть вот такие иголочки, но вот в данной ситуации, так как нить тонкая, вот эта игла будет очень толстая. Есть иголочки вот различные с длинными ушками. Есть тонкая игла с длинным ушком. Есть вот такая игла. Вот эти вот иглы, которые вот у меня в данный момент, я считаю, что они толстоватые. Вот. Поэтому я буду использовать какую-то из вот этих двух, скорее всего, вот эту иглу. Для этого я делаю длинную нить, чтобы мне хватило полностью на всю прошивку. Отрезаю ее и буду теперь сшить. Ее называют еще вот эту методику кетлевка. Вот у меня последняя, вот она нить вот с этой спицы. Я буду теперь аккуратненько, вот таким образом с изнаночной стороны вот сюда, чтобы закрыть полностью все вот эти хвостики. Подбираю вот эту петлю первую. Аккуратненько все это провязываю или протягиваю. Вот так. Последняя петля, которая у меня была, вот она подтянется. И чтобы петля была развернутая, вот как она сейчас есть, в рядом стоящую петлю ввожу иглу, в следующую петлю вывожу иглу и подхватываю следующую петлю.
аккуратненько подтягиваю, но не затягиваю. Чтобы петля у меня была развернутая, я в первую же петлю вновь ввожу иглу. Так я буду проводить вот эту операцию до последней петли. Вот, посмотрите, теперь вот во вторую петлю я ее должна сделать развернутой. Опускаю на нужную мне длину, где я хочу пришить, и подхватываю следующую. Операция эта довольно долгая, но результат очень хороший. Вот у меня следующая петля. Если ее не развернуть, то она будет полубоком. Мне ее нужно развернуть. Поэтому я вновь возвращаюсь к этой петле. Одновременно прячу хвостики. Вот это называется кетлевка. Вот так мне нужно сделать полностью по кругу. Петли не затягивайте, чтобы вязание не оказалось стянутым. Вот я еще провяжу несколько стежков. Возвращаюсь вновь к этой петле, чтобы она у меня оказалась развернутой. Подхватываю следующую. Вновь возвращаюсь к этой петле. Забираю следующую петлю. И вновь возвращаюсь к ней, чтобы ее развернуть. Ориентируюсь, чтобы у меня игла была параллельно вот моей следующей петле, чтобы кетлевку не перекосило. Вот посмотрите, как получается. Вот получается с лицевой стороны, вот получается с изнаночной стороны. Если этот вариант сложен для вас, можно еще сделать I-код, методом I-код. Тоже смотрится очень хорошо, но вот кетлевка мне нравится больше. Это производственный вариант и выглядит очень красиво, как фабричный, как магазинная. Я провяжу это до конца, покажу вам готовый результат, покажу, как я вяжу шнурочки для шапочки. Ну вот, посмотрите, я сделала кетлевочку, немножечко ее отпарила, только всего чуть-чуть для того, чтобы рисунок не стягивала, чтобы она эстетически красиво смотрелась. На головке она бы все равно растянулась. Вот такой у меня получился очень красивый и аккуратный. Посмотрите, у меня перед я разложила по макушечке, у меня перед выше, чем задняя часть, чем затылочек, чтобы шапочка на глаза не заваливалась. Вот это анатомически правильно. Остаются еще шнурочки. Для того, чтобы выполнить шнурки, это я считаю обязательно, чтобы шапочка не крутилась на голове, можно выбрать различные варианты. Можно пришить ленточки, можно сделать крученный шнурок, а можно связать. Я буду вязать спицами и наберу я 4 петли. Теперь я беру вот таким образом, складываю и наберу также на спицы 4 петли. Вот таким образом. Можно их отдельно сделать шнурки. Так и вот так. Вот. С этой стороны точно таким же образом, чтобы они у меня были симметричны. 1, 2, 3, 4. Вот так. Буду я вязать полосочку, состоящую из 4 петель. Это без разницы, с какой я спицы начну. Я просто сделала симметрию и теперь буду ввязывать шнурок. Шнурок я буду вязать чулочной вязкой. Опс, вот это последняя у меня будет изнаночная. Вот таким образом. Разворачиваю вязание и буду вязать по методу платочной вязки. Длину вы можете определить сами, какой длины вы хотите. Ширину вы тоже можете определить сами. Вы можете делать не на 4, а на 3, например, из 3 петель. Можно сделать шире. Я вяжу для мягкого климата, для моей внучки, поэтому толщину шнурка я считаю широкой для меня не обязательно.
Вот так. Потом все это спрячется, хвостики. И так буду до нужной мне длины вязать. Все очень просто. Вяжу я плотно, вот особенно подтягиваю вот эту первую петлю для того, чтобы она не была широкой, потому что это уже шнурок, он растянется при завязывании, петли будут еще шире, поэтому стараюсь вязать максимально плотно, максимально тереть шейку малышки, вот так. Вот посмотрите, уже появляются вот таким образом. Я свяжу 2 шнурка и покажу вам готовый результат. Ну вот и шнурки готовые. Я связала шнурки, 50 рядов у меня вышло. 4 петли, 2 кромочные и 2 в работе были у меня. Можно сделать поуже. Можно сделать 1 петлю в работе и 2 кромочные. Вот такая шапочка у меня получилась. Посмотрите, как красиво смотрится. Я вам покажу, как у меня выглядит на моей кукле. Есть у меня вот такая девочка. И мы сейчас на нее оденем эту шапочку. Вот посмотрите, как она смотрится хорошо. Посмотрите, как это выглядит сбоку. Смотрите, как это выглядит спереди. Посмотрите, как это выглядит сзади. Шапочка глубокая, очень красивая. Вот так. Вот такая шапочка у меня получилась. Я желаю вам здоровья, легких петелек, великолепной пряжи. До свидания, до следующих встреч.